Здравствуйте, дорогие зрители! В этом видео мы докажем тождество. Тождество – это верное равенство. То есть мы должны преобразовать это равенство таким образом, чтобы в итоге у нас получилось слева и справа одинаковые выражения или равные числа. И тогда мы докажем, что это верно. Начинаем преобразование. Решений может быть несколько. Вы можете попробовать сделать самостоятельно и дальше проверить. Так вы решали, как я, или по-другому. Я возведу в квадрат левую часть этого равенства, правую пока что не трогаем. Посмотрим, что получается здесь. Дробь в квадрате – это значит числитель в квадрате и знаменатель в квадрате. Возведем по формуле а плюс b в квадрате. Квадрат первого выражения плюс удвоенное произведение первого на второе плюс квадрат второго выражения. Получаем корень из тангенс альфа в квадрате, это просто тангенс альфа, плюс удвоенное произведение корень из тангенс альфа умножить на корень из котангенс альфа и плюс корень из котангенс альфа в квадрате, это просто котангенс альфа. Возведем в квадрат выражение в знаменателе. Получим синус квадрат альфа плюс 2 синус альфа косинус альфа плюс косинус квадрат альфа. Эта дробь равна выражению, вернее дроби 2 разделить на синус 2 альфа. Пока что не трогаем. Что у нас есть здесь? Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа – это единица. Здесь у нас 2 синус альфа косинус альфа. В общем, это синус 2 альфа. Но мы посмотрим, что у нас. Может быть, не стоит пока что их преобразовывать. Единица плюс 2 синус альфа косинус альфа. Здесь корень из тангенс умножить на корень из котангенс – это единица. Значит, мы получаем тангенс альфа плюс котангенс альфа плюс 2. Здесь пока перепишем. Чтобы не переписывать все выражение полностью, все это равенство, я предлагаю тангенс альфа и котангенс альфа посмотреть отдельно, чему будет равно это выражение после каких-то преобразований. Тангенс – это синус альфа делить на косинус альфа. Котангенс – это косинус альфа разделить на синус альфа. И тогда, приведя к общему знаменателю, мы получаем синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа разделить на косинус альфа синус альфа. То есть в числителе единица, в знаменателе синус альфа косинус альфа. Вот мы получили здесь дробь и плюс 2. Давайте посмотрим дальше. А что же получится у нас, если у нас будет, ну, можно сюда даже переписать, единица синус альфа косинус альфа плюс 2 разделить на 1 плюс 2 синус альфа косинус альфа. Так, здесь пока оставляем. Пока не видно, что нужно нам. Надо будет нам свернуть или надо будет здесь развернуть. Посмотрим. Так, опустим немножко. Приведем к общему знаменателю. Домножим здесь на знаменатель синус альфа косинус альфа. Получим единица плюс 2 синус альфа косинус альфа. Такое же выражение, как в знаменателе. Делить на синус альфа косинус альфа. И делить на 1 плюс 2 синус альфа косинус альфа. Здесь пока что оставлю синус 2 альфа.
дробь разделить на какое-то выражение или число. Здесь у нас выражение. Это выражение или число идет в знаменатель дроби. То есть мы получаем единица плюс 2 синус альфа косинус альфа разделить на синус альфа косинус альфа умноженный на сумму единица плюс 2 синус альфа косинус альфа. Так, видно ли вам? Равно 2 разделить на синус 2 альфа. Дальше у нас идет сокращение. И теперь мы видим, что можно сделать с правой частью. Смотрите, здесь у нас 1 делить на синус альфа косинус альфа, а здесь 2 и синус 2 альфа. Давайте по формуле двойного угла синус двойного угла разложим. У нас сократится 2, и мы получаем 1 делить на синус альфа косинус альфа равно 1 делить на синус альфа косинус альфа. Мы получили верное равенство, что и требовалось доказать. Итак, задание мы разобрали. Еще раз скажу, что на моем канале есть плейлисты по тригонометрии отдельно. Там собраны и уравнения, и неравенства, и преобразования тригонометрических выражений. Также познакомьтесь, есть плейлисты по другим темам, разделам и сборникам. Присоединяйтесь, готовимся вместе к экзаменам, присылайте свои вопросы. У меня еще есть Яндекс.Дзен канал, но там я дублирую видео, в общем-то, где вам удобнее смотреть, где вы попадете. Также сообщество в ВК, где можно уже более подробно все обсудить. Всего доброго, успехов в подготовке!